Пожалуй, каждый из нас хочет видеть у себя дома и перед своими глазами здоровые, крепкие и сильные растения. И это естественное желание любого любителя орхидей. Но ситуации в жизни бывают самыми разными. Иногда мы покупаем уцененные отцветшие орхидеи в магазинах, иногда спасаем орхидеи из рук других любителей орхидей. Иногда покупаем полюбившийся сорт, не обращая особого внимания, что растение больно. Сегодня на канале классика орхидейного жанра именно такая история. Привет, друзья! Можно сколько угодно долго показывать собственный опыт по лечению, восстановлению, цветению и общему выращиванию орхидей в своих домашних условиях. Тем не менее, всегда найдутся скептики, которые скажут, что солнце светит в моем регионе ярче, воздух бактерициднее, вода целебная или вовсе святая, в общем, все что угодно благоприятствует выращиванию орхидей, но только не опыт и не знания. Именно поэтому и только на этом канале об орхидеях зрители канала, которые используют методы и методики ухода за орхидеями этого канала, показывают свой опыт в выращивании, лечении и цветении орхидей. Сегодня мы с вами побываем в гостях у Евгении в Израиле, городе Нагария. И не просто побываем в гостях, а посмотрим и послушаем историю спасения одной гниющей орхидеи. Как спасти гниющее и погибающее растение без единой капли химии, без фунгицидов, антибиотиков и прочих химических средств? И вообще, такое возможно? Такими вопросами часто задаются любители орхидей из тех стран, в которых фунгициды, антибиотики и прочая вредящая человеку химия не продается в принципе. Выход, конечно же, есть. И это использование натуральных, природных и 100% экологичных средств, дарованных нам самой природой. Итак, встречайте Евгению с ее историей, а я по ходу видео буду делать дополнения, если они потребуются. Доброе время суток, большой привет из Израиля. Привет главному редактору, режиссеру и звукооператору Наташе. Хочу показать вам сначала свои новиночки, приобретенные мною на выставке в Израиле. У нас здесь выставка орхидей была. Вот такая вот энциклия Кардигера и Амика Эрия. А вообще моя история о спасении одной орхидейки, вот этой вот. Она попала в наш дом в декабре 2021. Старший сын приобрел 2 орхидеи, одну из них своей девушке, одну мне. Вот, она забрала самую стойкую, самую сильную, у нее были такие хорошие бутоны, и сама по себе она была такая больше, много листочков. Что с ней приключилось? Жила она себе поживала в квартире, где, собственно говоря, не было лампы, ничего, была просто одна орхидейка. 1,5 года она так стояла. После того, как я заметила у нее на шее гниль. Здесь давайте чуть-чуть прервемся, и я покажу вам фотографии этой орхидеи, которые были сделаны в конце июня этого года. А Женя на фоне этих фотографий расскажет нам подробности предыстории. Хочу показать вот на этих фотографиях, какая орхидея приехала ко мне в конце июня. Вот буквально она у меня была июль, август, сентябрь и октябрь. Ну вот меньше 4 месяцев, да, 3 месяца она у меня была. Вот такой у нее был цветоносик, доцветавшие цветочки, несмотря на такую шейку.
И вот такая вот удручающая шея была у нее. С учетом того, что содержалась орхидея в обычных домашних условиях, без подсветки и не пересаженная. Вот. Хозяйка поливала ее не слишком щедро, не переливала, то есть она погружала ее на 1/3, мне кажется, на половину горшка в воду и делала просушки. Ну, в общем, орхидея каким-то образом 1,5 года продержалась и была большая умница. Довольно сильная орхидейка. 1,5 года. Несколько, так сказать, раз я на это все закрывала глаза, потом решила забрать ее к себе. И решила, что я ее все-таки спасу с помощью толстянки. Я очистила сухую всю кожу, сухие все на ее стволе. Вот отсюда вот она начиналась. Вот остался листик, единственный, самый нижний. И всю вот эту вот вышину она гнила. То есть была в таком состоянии печальном. Я очистила ее от гнили и буквально несколько раз смазывала этот ствол соком листьев толстянки. Когда гниль остановилась, вот он такой вот сухой сейчас стал этот ствол. Когда гниль остановилась, я начала применять смазывание и толстянкой, и алоэ зеленой части, из которой вот так вот прекрасно вот такие корешочки стали расти. Очень она меня порадовала. У нее был два сухих корня. Вот этот один из них так прекрасно раскуклился и выдал на своем кончике новенький. Этот вот еще остался сухим. Но тем не менее выросли очень много новых корешков. Да, вот этот вот особо меня порадовал из почки, как будто бы. Вот такие прекрасные корни нарастились. Все это время орхидея питалась через вот этот сухой ствол. Вот. Я ее обрызгивала, когда уже убедилась в том, что со стволом все прекрасно, я ее стала обрызгивать. В конце видео я покажу, как я это делаю. Новые листья она нарастила. Буквально 3 месяца она находится у меня. У нее повысился тургор. Что меня удивляет, это корни. Собственно говоря, при таком стволе вот такие корни, которые начали расти, для меня это было вообще огромное удивление. Вообще, я ее пересадила, убрала торфяной стакан, естественно. Просто пересадила, закрепила за цветонос. Он у меня еще доцветал. Потом он высох, и я вот закрепила за цветонос. Корни, нижние корни в прекрасном состоянии. Собственно говоря, это пока не дает мне отрезать ее от материнского пенька. Вот так вот она прекрасно нарастила. Обрабатывала я ее буквально, наверное, раза 4 за эти 3 месяца всего лишь толстянкой. И, может быть, пару раз смазывала соком алоэ зеленую часть для выгонки, для стимуляции корешков. Вот так вот прекрасно орхидейка живет. Хочу сказать вам, что все возможно. Даже новички могут справиться без всякой химии. И реально помочь своим орхидеям это очень просто. Остановить гниение, не оставляя, не отделяя даже от материнского пенька верхнюю часть. Вот так вот они стремятся у меня сейчас в субстрат эти корешочки. Я думаю, что еще немножко я им дам подрасти, а потом буду
пересаживать. Буду разделять. Вот. И верхняя часть поедет к своей бывшей владелице. Это моя невестка, которая уже приобрела простую лампу. А нижняя часть вот с такими вот с листиком и с корешками останется у меня. Вот здесь я ее, наверное, срежу. Я так думаю, да. И посажу в новый дом. Вот тут вот я хочу показать, как мы обрызгиваемся обычно. Вот так вот щедро, обильно. В принципе, освещение у орхидеи полноценное. С 7 до 10, поэтому я не боюсь обрызгивать. Вот, пожалуйста, чтобы она использовала все пути фотосинтеза для укрепления, для роста, для развития. Вот так, я не боюсь. Я знаю, что шея сухая. Вот так мы обрызгиваемся. А я, в свою очередь, не могу не напомнить вам, что водные процедуры для всех поврежденных орхидей, то есть травмированных, со сломами на листьях и стволе орхидеи, водным процедурам не подлежат. Точно так же, как и орхидеи во время болезни, то есть пока гнилостные процессы или бактериальные поражения не устранены. И только после того, как орхидея выздоровела, вы можете возвращаться к водным процедурам. Как узнать, что болезнь позади? Об этом вам расскажет сама орхидея. Она начнет активный корневой рост и листовой рост. Если опыта у вас мало, и если вы не уверены в своих действиях, водные процедуры на больных орхидеях лучше не практиковать. И поскольку вопросы по толстянке продолжают появляться в комментариях, я покажу вам толстянку, которая растет у меня дома. В природе встречается 350 видов толстянки. Использовать для лечения орхидей можно любой вид толстянки. Я использую Crassula ovata или толстянку яйцевидную. От сока одних видов толстянки на листьях орхидеи остается несмываемый налет, бояться которого не стоит. А вот от сока других видов толстянки налета нет. От чего это зависит, мне до сих пор неизвестно. Наташенька, спасибо тебе огромное за те возможности, которые ты нам даешь. Даже с обычной толстянкой можно спасти орхидею. Такие подручные средства, которые у нас всегда под рукой. А это вам привет от моего кота. Привет с кисточкой. Всех благ вам, всего доброго. Люблю, целую, обнимаю. Наташ, спасибо тебе еще раз огромное за все. Сегодня мы с вами стали свидетелями преображения гниющей и погибающей орхидеи во вполне жизнеспособное растение. Теперь жизни орхидеи ничто не угрожает, и это видно невооруженным взглядом. Весь процесс лечения и восстановления орхидеи занял чуть менее 4 месяцев. И все это стало возможным без использования химически синтезированных препаратов. Лечение орхидеи от гнилостных процессов производилось с помощью сока толстянки, а активация ростовых процессов с помощью сока алоэ. И если вдруг вы в первый раз на этом канале и еще ничего не знаете о лечении орхидей натуральными природными средствами, пройдите в плейлист «Целебные снадобья для орхидей». Ссылку на плейлист я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Ну а пока вы любуетесь результатами 4-месячной работы по восстановлению орхидеи, я напомню вам, что 15 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра».
И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.